Польское радио на русском. Уважаемые радиослушатели, я Ирина Кудрявцева, журналистка Польского радио на русском. И сегодня мы поговорим о Латвии в контексте безопасности этой страны. Есть ли вероятность концентрации российских войск у границы Латвии и какая может быть реакция НАТО в случае резкой эскалации? Возможно ли собственная разработка и производство противопехотных мин в Латвии, насколько это целесообразно? Какие системы защиты от дронов уже есть у Латвии? И, наконец, как изменилась общая безопасность на восточном фланге НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину? Об этом мы будем говорить с военным экспертом из Латвии Игорем Раевым. Итак, с нами на связи из Риги Игорь Раев, полковник запаса латвийской армии, военный аналитик и политик-депутат Сейма. Игорь, лабден и добрый день. Добрый день. В польских СМИ появилась информация, что Латвия повысила уровень готовности своих вооруженных сил в связи с российско-белорусскими маневрами Запад-25. Насколько серьезную угрозу представляют эти учения для Латвии и региона, и что входит в эту боевую готовность Латвии? Наверное, начнем с самого начала. Представляют ли эти учения угрозу? Любая концентрация войск у нашей границы представляет собой какую-то угрозу. Но если мы говорим о реальной военной угрозе военного нападения или проведении каких-то серьезных провокаций с применением военных сил, скорее всего, я скажу нет. Потому что в этом отношении угроза минимальна. Почему мы это сделали? Ну, потому что в ответ на, вы знаете, о Запад-2025 учениях, но в это же время мы проводим учения НАМЕЙС, наши очередные такие крупные ежегодные учения, и они проходят, ну, наверное, не случайно, они проходят примерно в то же время, в которое проходит учение Запад. Мы контрбалансируем агрессивные действия нашего противника и таким образом уменьшаем возможность нападения на нашу страну. Почему министр обороны решил поднять боевую готовность? Ну, наверное, потому что ситуация у нас все-таки напряженная, война на Украине продолжается, и поэтому такое повышение боевой готовности не является лишним. А в случае резкой эскалации какая будет реакция и рассчитывает ли Латвия на помощь со стороны НАТО? Разделим этот вопрос на две части. Если мы говорим о резкая эскалация чем? Теми 13 тысячами солдат, которые сейчас будут расположены в Беларуси. Но есть ракеты, есть дроны. Да, но это уже прямое нападение на нашу страну, которое автоматически активизирует 5-ю статью НАТО. Достаточно часто мне это задают вопрос, и уже достаточно давно, и ответ на это всегда, а чем они на нас нападут. Все то, чем они на нас могут напасть, оно все сейчас воюет на Украине. Основная часть его. То есть, возможно ли провокации? Да, но я считаю, что они маловероятны. Поможет ли нам НАТО? Ну, я считаю, что да, потому что сейчас, опять же, напомню, проходит учение в Латвии, где участвуют задействованы натовский контингент многонациональной бригады, которая у нас расположена, так и дополнительные силы и средства со стороны НАТО. Так что в этом отношении, на данный момент, я думаю, что тревожиться по поводу того, поможет ли нам НАТО или нет, я думаю, нет никаких оснований. А вот буквально на прошлой неделе появилась информация, и Reuters написал, и Financial Times, что администрация Трампа хочет остановить военную помощь странам восточного фланга НАТО в рамках программы Section 333. Ну, речь идет, конечно же, о Литве, Латвии, Эстонии, государствах, которые находятся на передовой, так сказать, возможного конфликта с Россией. Это болезненно будет для Латвии такая остановка американской военной помощи? Это будет неприятно. На самом деле там еще не только секция 333, там еще задействована, есть такая отдельная программа, которая называется Baltic Security Initiative. Название говорит само за себя, она была ориентирована на 3 балтийские страны, Эстонию, Латвию и Литву. Конечно же, там помощь была достаточно серьезная, но не критическая, скажем так. Тот объем, который помощи, которые американцы нам давали свое финансирование, чтобы мы могли купить американское в Америке произведенное оружие и снаряжение,
Естественно, это очень нам помогало, и потерять эту программу мы бы не хотели. На самом деле, ее не закрыли, эту программу, потому что она будет продолжать действовать до сентября следующего года. В Америке, если вы знаете, финансовый год начинается в октябре. Но Пентагон не запросил дополнительное финансирование по этим двум программам. То есть они не официально закрыты, а просто на данный момент не произошло запроса дополнительного финансирования. Это плохо. То есть не надо говорить, что это что-то хорошо и так далее. Но у нас есть еще достаточно времени, чтобы наши Министерства иностранных дел и наши каналы за рубежом смогли бы, еще раз встретиться с американцами и попытаться объяснить им, что закрытие этих программ будет иметь влияние на развитие нашей боеспособности. И поскольку мы всегда считали и считаем Америку своим главным стратегическим партнером, то мы очень рассчитывали на их помощь, не только финансовую, но и военную, потому что помимо всем известных многонациональных бригад, которые расположены в Латвии, Литве и Эстонии, дополнительно этому еще расположен и контингент американских войск. И мы бы хотели, чтобы он продолжал находиться в нашей стране и, если возможно, и увеличивался. А в случае худшего сценария можно ли ожидать помощи других союзников или как-то компенсировать за счет собственных ресурсов? Надо сказать так, честно, у нас сейчас идет процесс подготовки бюджета на следующий год, и он идет тяжело, потому что экономическое положение, скажем так, не самое блестящее, и нам надо затягивать пояса там, где мы можем их затянуть. Но пока новый бюджет на следующий год, у нас бюджет смотрится на 3 года, то есть на следующий год детализации, и в таком плане на следующие 2 года. Мы приняли на себя обязательство, что мы увеличим расходы на оборону до 5% от национального валового продукта. Мы будем придерживаться этого обещания, поэтому военный бюджет у нас будет расти. И, естественно, этот прирост в ближайшее время, скажем так, почему я говорю, что не будет критически отсутствие этих американских денег, мы сможем их компенсировать увеличением расходов с нашей собственной стороны в пределах бюджета. Но понятно, что лишние десятки миллионов – это все-таки десятки миллионов, и если эти деньги были бы в нашем распоряжении, то мы бы могли закупить больше вооружения, больше муниции, больше снаряжения. И это то, что нам сейчас в настоящее время надо делать, и надо делать очень быстро. Страны Балтии и Польша уже синхронизировали усилия по выходу из Оттавской конвенции. Латвия была инициатором в этом вопросе? Да, у нас была очень большая дискуссия по этому вопросу. Разные были мнения. В конце концов, мы приняли такое решение. Оно, на самом деле, было непростым, потому что главный контингент, который расположен в Латвии, канадский контингент, то есть Оттава их столица. Поэтому у нас были отдельные разговоры именно с канадцами по этому вопросу. Они сказали, что они все прекрасно понимают, и они не будут чинить каких-то препятствий нам. Но на самом деле главная проблема состоит в другом. Главная проблема состоит в том, что огромное количество стран присоединилось к Оттавской конвенции, которая подразумевает не только не использование противопехотных мин, но также их хранение и производство. И на самом деле этот процесс зашел так достаточно далеко. И если мы посмотрим, где мы можем закупить, скажем так, противопехотные мины, которые на данный момент производятся, ни одна из этих стран не является нашим союзником. И на рынке их просто так, если пойти и где-то попытаться купить, их тоже нет. То есть необходимо налаживать собственное производство и быстро налаживать и в достаточно больших количествах. Польша, я слышал по этому поводу, уже были заявления, но пока о каких-то производственных мощностях и заводах, которые уже производят противопехотные мины, будем честно говорить, я пока не слышал. Поэтому именно развитие военной индустрии – это один из таких очень-очень болезненных вопросов, потому что мы видим, как Россия, и Украина, надо сказать, во время войны сумели возрастить свои производственные мощности в разы, но пока Европа в этом отношении отстает. То есть нам надо наверстывать упущенное. А Латвия может наладить производство и разработку противопехотных мин?
Теоретически, да. Это вы очень, кстати, хороший вопрос задали, потому что военная индустрия – это очень специфический бизнес, который работает, на самом деле, только тогда, когда есть государственный заказ на поставку снаряжения. Поэтому вот производство противопехотных мин, на самом деле, достаточно сложный вопрос, потому что на данный момент несколько стран приняли решение, что они выходят из Оттавской конвенции. На остальные страны эта конвенция распространяется. То есть, даже если, скажем, Латвия решит построить свой завод и производство этих мин только для латвийской армии, они нам обойдутся в достаточно серьезную цену, это будут золотые мины. Потому что объем, который необходим для Латвии, он небольшой, и вы не будете строить завод только для того, чтобы закупить какое-то небольшое количество мин, и потом этот завод закрывать или перепрофилировать на какое-то другое производство. Должно быть сразу понятно, куда вы этот продукт будете экспортировать, если вы такая маленькая страна, как Латвия, с маленькой армией. И если у вас нет, скажем так, проспектов на экспорт этого вооружения или этого снаряжения, то, скорее всего, наиболее оптимальный вариант – это закупать его где-то за границей. Поэтому этот вопрос так быстро, к сожалению, не решается. И, все это связано со многими сложностями. Если концентрация войск у границ Латвии такая вот дымчатая, задымленная угроза, то вот реальная угроза – это дроны, которые залетают, падают и в Литве, и в Польше, и в Латвии. Есть ли у Латвии системы защиты, и хватает ли их, этих систем защиты от дронов? Ответ нет, но я должен сразу ответить такой защиты, которая бы гарантировала вам сбивание всех этих дронов. Ее нет ни у кого. Возможно быть, у Израиля. Это, скорее всего, единственная страна, которая могла бы похвастаться тем, что они способны закрыть свое воздушное пространство от такого рода нападений. И, опять же, это сложный вопрос, потому что залеты таких дронов, в Латвии залетел один дрон за все это время. Вопрос в том, что будете ли вы срочно закупать, опять же, снаряжение. Это достаточно сложная система как таковая, то есть у вас должны быть радары и различные сенсоры, которые смогут понять, что такой дрон приближается к вашему воздушному пространству и, возможно, сейчас залетит вовнутрь. И у вас должны быть средства противовоздушной обороны, которые стоят на боевом дежурстве 24/7, чтобы в любой момент в этот дрон были сбить. У нас граница с Россией и Белоруссией больше 400 километров. Это много. И на этом пространстве, если вы хотите поставить, полностью закрыть границу и расставить всюду, скажем так, противовоздушный щит, вам будет необходимо закупать очень много средств противовоздушной обороны и сильно увеличивать численный состав подразделений противовоздушной обороны, просто для того, чтобы их поставить на боевое дежурство вдоль границы. И это очень большие расходы при достаточно минимальном риске. Поэтому просто так однозначно принять решение, сказать, все, мы будем сбивать все дроны, такой практической возможности на данный момент у нас нет. Но мы, естественно, можем закрыть более дроноопасные направления, что мы уже сделали. Увеличили там наличие наших средств обнаружения и средств уничтожения. Но это все будет, опять же, зависеть очень сильно от возможности своевременно обнаруживать такие угрозы. Еще одна проблема, которая с этим связана, если такой дрон появляется в вашем пространстве воздушном, сбитие его не является, такой уж очень простой задачей. Вернее, сбитие это, скажем, не проблема. Вопрос в том, что тогда, когда этот дрон сбивает, он падает вниз. И внизу у вас находится мирная страна, жители которой вы не можете ограничивать их свободу передвижения и ограничивать их действия в мирное время. Поэтому Украина сбивает дроны, потому что у них война. Они понимают, что урон, который эти дроны нанесут, будет намного больше. Но мы очень часто видим те же самые фотографии из того же Киева, где обломки дронов падают на землю и продолжают наносить урон, в том числе мирным жителям. Поэтому этот вопрос тоже такой достаточно щепетильный. Потому что если вы примете решение о сбитии какого-то дрона, считая, что он представляет собой опасность, у вас должно быть совершенно четкое понятие, куда этот дрон упадет. И хорошо, чтобы, если это было бы как в Литве, где он упал на полигоне. Полигон – это территория, которая ограничена, и на которой такие вещи вы можете делать. Но есть и другие
территории, которые на самом деле густо заселены, и там, это еще такой большой вопрос, действительно ли вам нужно сбивать этот дрон немедленно, или, вам надо просто посмотреть и принять решение, скажем так, о том, что, возможно, дрон сбивать не надо, и дать ему просто продолжать двигаться в том направлении, в котором он двигается. Я говорю, это сложный вопрос, и там каждый отдельный случай, на него будет отдельное решение, которое необходимо будет принимать, исходя из очень многих факторов, которые мы сейчас предвидеть не можем. Может Латвия вместе с Польшей и Литвой обратиться к НАТО, чтобы создать такой совместный щит от дронов для всего региона? Это возможно? Это вообще реально? Это иллюзия. У НАТО нету таких ресурсов, чтобы они могли это сделать. НАТО на данный момент, насколько вы знаете, достаточно большие проблемы с помощью Украине, по предоставлению Украине таких средств. Просто так отдать какие-то средства распоряжения балтийских стран, нет, это не даст эффекта, просто потому, что вам надо закрывать очень большую протяженность и большое воздушное пространство. Знаю, например, та же самая Германия, она очень поддерживает Украину, она сказала о том, о закупке патриотов для Украины, но то, что сказали немцы, свои патриоты мы больше отдавать им не будем, потому что мы сейчас дошли до минимального количества, которое нам необходимо для того, чтобы обеспечивать оборону нашего государства. Но патриоты, я тоже сказал, естественно, патриотами вы эти дроны сбивать не будете, это неимоверно дорого, поэтому вам необходима система, которая будет экономически эффективной, чтобы вам не приходилось сбивать дрон, который стоит несколько десятков тысяч евро, ракетой, которая стоит несколько миллионов. Поэтому и такое решение на данный момент тоже, на самом деле, технически его, если нельзя сказать, что нету, но оно не распространено, скажем так, в очень большом объеме, поэтому это будет представлять достаточно большой вызов, чтобы такую возможность в вооруженных силах увеличить. А как изменилась общая безопасность на восточном фланге НАТО в странах Балтии после полномасштабного вторжения России в Украину, по вашему мнению? Вы не поверите, но я считаю, что она изменилась положительно. Почему положительно? Потому что теперь все страны НАТО не считают балтийские страны параноиками и людьми, которые все время сгущают краски. То, о чем мы говорили последние 20 лет, об угрозе со стороны России, это теперь ни у кого не вызывает эти заявления сомнения. То есть мы видим, что натовские страны теперь воспринимают угрозы со стороны России достаточно серьезно. И если раньше вопрос о том, чтобы страны отдавали для своих оборонных нужд 2%, вызывало очень большую дискуссию, и очень мало стран было, которые были способны этот рубеж 2% достичь. Сейчас у нас есть страны, которые достигли уже рубеж 5%. И большинство стран говорит о том, что они будут двигаться в направлении 5%, только отдельные страны говорят, что это недостижимо. То есть в таком отношении поворот к понятию тому, что Россия представляет для нас реальную угрозу, а не выдуманную, возможно, где-то там, вдалеке, лет через 10-20. Это первое положительное изменение. Изменение в том, что наши вооруженные силы НАТО, всех стран НАТО, сейчас увеличиваются и численно, и качественно, приобретается новое вооружение, начинаются новые программы, запускается военная индустрия в Европе, медленно, но все-таки что-то уже происходит. И для нас положительным является то, что российская армия, к сожалению, для украинцев на данный момент вся задействована там. То есть реальная прямая угроза для стран НАТО, в том числе для балтийских стран, на данный момент низка. Но мы все понимаем, что все это может очень быстро измениться. Поэтому нам надо использовать то время, которое нам дано, для того, чтобы мы могли улучшить свои возможности и были бы готовы противостоять российской военной угрозе, если такая угроза материализуется, скажем так, через 5-10 лет. Если мы говорим о текущем вопросе и о текущих действиях, на самом деле, не знаю, почему-то у всех складывалось впечатление, что последние 10 лет ничего не происходило, и все было очень, скажем так,
миролюбиво и без каких-либо эксцессов. Но будем говорить честно. Во-первых, в информативном фронте Россия всегда нападала на балтийские страны. У нас в информативной плоскости, скажем так, война шла все время. Мы видим провокации со стороны России, сайбер-атаки и тому подобные действия. Но надо сказать, что это все, в принципе, не намного превышает тот уровень, который у нас был в предыдущее предвоенное время. Поэтому нам надо серьезно воспринимать эту угрозу и серьезно готовиться к нашему будущему. Потому что если мы, скажем так, пропустим это время и не сделаем свою домашнюю работу, ситуация через 5-10 лет может быть очень-очень негативной для балтийских стран. Так что в Ригу можно ехать, да? Спокойно, да. Никаких. К сожалению, баскетбольный чемпионат для нас закончился, но во всех остальных отношениях на данный момент, да, это совершенно нет здесь угроз безопасности на индивидуальном уровне. Но на государственном с Россией у нас всегда были натянутые отношения, поэтому, с началом войны на Украине, как вы понимаете, они не стали лучше. Игорь, вам большое спасибо. Всего доброго, до свидания.